Когда у человека появляются сомнения в верности партнера, это явный признак того, что в семье что-то не так. Главное слово здесь – сомнение. Когда они начинают накрывать, это значит только одно – отношения в большой опасности. К нам обратился Евгений, который, как и многие, стал жертвой карантинных обстоятельств. Я говорю, стал жертвой не потому, что факт измены подтвердился или нет, не будем забегать вперед. Но те, кто к нам обращаются, всегда заранее жертвы. Жертвы все тех же сомнений. Вот какое видео прислал нам Евгений. Григорий, добрый день, меня зовут Евгений. Я, собственно говоря, хотел обратиться по вашей работе, скажем так. Вот у меня появилось немножко скрупулезные данные по моей супруге Милане. Вот. То есть я работаю сам госслужащим, и постоянно на карантине я нахожусь на работе. То есть я не нахожусь в самоизоляции, а она, в свою очередь, наоборот, находится на самоизоляции и постоянно сидит дома. В один из моментов, у нее телефон был на динамике, на громкой связи, я услышал, что она разговаривает с непонятным каким-то Кареном, который говорит какие-то непристойные в ее сторону вещи в плане каких-то непонятных сексуальных движений. И мне бы хотелось разобраться в этом хитросплетении, в этих непонятных разговорах. В общем, поэтому я обратился к вам и очень хотелось бы с вами встретиться и детально все обсудить. Спасибо. Ну что, ситуация в последнее время довольно часто случается подобная, да? То есть один из партнеров потерял работу, либо работает на удаленке, а второй, вынужден все равно посещать рабочее место. Попробуем разобраться в ситуации Евгения. Конечно, давай звонить. Так, вот его телефон. Когда он готов нас пустить, например? Я услышал вас. Евгений, добрый день, это Григорий и Екатерина. Мы получили ваше видеообращение, понимаете, о чем речь, да? Да, добрый день. Да, я ждал вашего звонка. Понятно. Все еще актуальна эта история, скажите? Да, мы могли бы с вами встретиться и, в принципе, можно было там разобраться с камерой, поставить, и я бы с вами договорился и поставил бы вам ключи, там бы поставили бы камеры, и мы бы разобрались как нужно. Нам даже не обязательно встречаться для этого, да? Да, мы можем получить ключи от вас. Не знаю, как вы обычно оставляете ключи от квартиры? Я могу вам скинуть по WhatsApp адрес и ключи оставить там в почтовом ящике и номер домофона. Да, нам подходит, конечно. Это просто лишнее время у вас отнимет, например, и у нас, а так мы все быстрее сделаем. Главное, что вам Милану надо куда-то на какое-то время увезти. Пару часов нам нужно, точно. Мы, например, в воскресенье можем поехать куда-то за продуктами. Собственно, сейчас все ездят только за продуктами, да. Да, и у вас будет там 3-4 часа. Ну, отлично, так и вам хватит договоримся. Давайте. Все, хорошо, давайте все. Я вам отошлю смс. Давайте, ждем. На связи. Да, спасибо, до свидания. 4 часа продукты будут покупать? Почему нет? 4 часа, много продуктов. Просто люди много едят. Евгений и Милана выходят из подъезда своего дома. Я пошла, да? Да. Детектив отправляется в подъезд. Катя устанавливает в квартире камеры скрытого наблюдения. Наступает понедельник. Евгений уезжает на работу. Слушай, возьмите сливки, которые Кофе, да? Хорошо. Да, слушай, много, да? Ой, ну надо только вот желтый, не зеленый. Все, давай. Ну, я тебя люблю.
Снежан, привет, привет, привет. Как дела? Как твои дела? Угу. Ой, слушай, красотка, прям хорошо выглядишь. Вообще прям. Хорошо. Послушай, что там? Да, давай. Ага, хорошо. Угу. Ага. О, зеленый, нормально. Слушай, зеленый отлично будет сочетаться. Слушай, вот хаки ты имеешь в виду? Или прям вот прям кислотный такой зеленый? Давай посмотрим. Ты вот надень сейчас, я посмотрю. Давай, юбка, по-моему, у тебя была зеленая, да? А, юбка брюки. А, точно, это просто там другая, подожди, девочки, прости. Давай, в общем, смотри, надевай сейчас юбку брюки вот эти. А что это будет, топ или... Я все-таки блузку решила. Милана созванивается с кем-то. Девушка разговаривает с клиенткой, работает удаленно. Подбирает стиль одежды некой Снежане. Сегодня новый день и новые мысли пришли. А вот можно топ черный и тот же пиджак оставить. Да. Все, давай, зайка, давай, все, целую тебя. Больше в этот день ничего интересного не происходит. На следующий день Милана работает за компьютером и занимается домашними делами. Понятно, что работы у нее немного. В таком режиме проходит еще пара дней. Алло. Приветик. Да, Карен, привет. Как у тебя дела? Как твой бизнес? Ну да. В один из дней Милана разговаривает по телефону с мужчиной по имени Карен. Вероятно, именно с ним были связаны подозрения Евгения. Слышу, да. Угу. По видео, наверное, нет. Ну, я не готова к видео, честно. Ну, блин, Карен, ты же знаешь, я люблю ходить дома. Очень легкая одежда, поэтому мне не очень комфортно будет, уж прости меня. Ну, блин. Слушай, давай мы, знаешь, как поступим? Давай ты, то, что ты мне обещал, ты воплотишь реальность, а потом мы с тобой поговорим. Ух ты, какой жаркий мужчина, горячий. Ну, подожди. Ну, хорошо, подожди, сейчас, секундочку. Сейчас. Да. Возможно. Ну, конечно. Да, вижу. Нет, я же тебе сказала, что, в принципе, все так, как остается, так, как мы с тобой договаривались. Трусики красные. Перестань. Да все возможно. Вообще в нашей жизни возможно все. Главное, что держать, чтобы слово было. Тем более ты мужчина. Ну да. Угу. Хорошо. Слушай, давай без этого, ладно? Я знаю. Нет, я ничего не буду снимать. Давай потом созвонимся. И мне не очень сейчас тоже как бы удобно. Нет, я одна дома, все в порядке, просто ты мне начинаешь, я нервничаю. Я нервничаю, да. Да, это новый мальчик, да. Ну. Спасибо тебе большое за такие теплые слова. Ну нет. Нет. Давай, я тебя целую, все. В общем, созвонимся обязательно еще. Угу. Несмотря на то, что общение Миланы и Карена носит неформальный характер, детективы отмечают, что больше, чем нужно, Милана ему не позволяет.
Из разговора понятно, что мужчина хотел бы пойти дальше, но девушка настроена сначала получить помощь по своему бизнесу с шоурумом. Понадобится ли расплата за эту помощь, пока не ясно. В один из дней Милана примеряет разные комплекты одежды и белья. Затем девушка разговаривает по телефону с подругой. Алло, Алиночек, привет. Привет, да. Как у тебя дела? Карен звонит тут раз, и знаешь, я с ним разговаривала всегда, в принципе, достойно. Знаешь, не было такого, чтобы я как-то позволяла себе что-то лишнего, а он прям, ты знаешь, все, этот раз звонит и говорит: ой, по видео, давай по видео с тобой созвонимся. Я говорю: в смысле? А я просто устаю, я говорю: какой? Нет. Ну что ты, ладно, там снимай трусики, там что-то. Я говорю: послушай, я вообще, на самом деле, ты же знаешь прекрасно, я очень люблю свою Женю и никогда ни с кем не изменю ему, ни с одним мужчиной. Вот. Я так понимаю, знаешь, то, что он обещал мне для шоу-рума, ничего он не сделает. Потому что вот это балабольство, оно вот только на уровне слов. Ну да. Ага. И вот я тебе про это же говорю, смысл. Вот смысл мне вот это вот все терпеть и знаешь, знаешь, без отдачи. Угу. Вообще не то слово, вот то же самое, я так же считаю. Ну да. Вот. И все, он такой, знаешь, немножко такой психанул. Я оделась, позвонила, говорю: давай по видео. Ну что ты оделась? А как по-другому должна с ним разговаривать? Вот. А другое дело вообще, вот, ставить девочками, если ты вообще как-то по мне скучаешь, нет? Если честно, очень. Да. Очень. Да. Слушай, а у меня тебе сюрприз, на самом деле, есть маленький. Маленький. Да, ты меня как, подождешь? Я сейчас приду, вернусь. Угу. Давай, я сейчас прям пару секундочек, я возвращаюсь, ладно? Давай. Алло. Да. Класс. Я по тебе очень скучаю, честно. Очень. Слушай, мне время так тянется, мне надо просто вообще. Слушай, сними лавочку тоже. Алло, да, слышу вас. Евгений, добрый день. Добрый Это день. Григорий и Екатерина. Игорь. Да, есть кое-какая информация для вас, и мы спешим с вами ей поделиться. Давайте встретимся. Давайте. Можете подъехать к нам. Да, мы во дворе вашего дома находимся. Да, хорошо, я могу подъехать через час, однозначно, не раньше. Через час. Есть у вас время, да? Да, давайте, конечно. До встречи. Все, давай, до встречи через час. Да, ждем вас. До свидания. Как думаешь, как он отнесется к информации, что жена иногда зажигает с девочками? Вообще, я думаю, что это стресс все равно в любом случае. Но это такая ситуация, к которой ты не готов. И ее нужно обдумать, скажем. И можно среагировать негативно. Хотя, при камерах тем более, ты в любом случае отреагируешь, мне кажется, негативно. Мне кажется, мы могли бы задать этот вопрос нашим зрителям. Друзья, что вы думаете, пишите в комментариях. Кстати. Да, будет интересно узнать ваше мнение. Огонечек ли это в ваших отношениях? Или это, извините меня, наоборот, тушит весь огонечек неприемлемо между вами? и развод тут же. Ждем ваших откликов. Евгений. Добрый день. Добрый день, присаживайтесь.
Ну что у нас по Карену? У нас две новости, и как раз первая про Карену. Смотрите, Милана в разговоре с своей подругой Леной. Кстати, знаете подругу Лену? Нет. Ну, в общем, в разговоре с Леной, мы сейчас посмотрим, я просто вкратце расскажу, она сказала о том, что никакой Карен ее не интересует как мужчина, и вообще другие мужчины ее не интересуют, и только вы ее единственная любовь. Угу. Новость вот такая. Давайте послушаем, чтобы это было не голословно. Хотите? Давайте, вы проделали Давайте я работу. включу. Я вообще, на самом деле, ты же знаешь прекрасно, я очень люблю свою Женю и никогда ни с кем не изменю ему, ни с одним мужчиной. Вот. Я так понимаю, знаешь, что она... Все, останавливаю, да? Ну, в общем-то, все понятно. Ну, понятно. То есть с Карена подозрения мы можем абсолютно точно снимать. Отметаются, да? Да. Вы можете быть уверены, что это точно не он, да и вообще, ну, понятно же из разговора, что да никто ей, в общем-то, не нужен. Смотрите, но есть вторая новость. Про Лену как раз. Поскольку вы не знаете, кто такая Лена, мы поняли, что это какая-то ее клиентка. И есть недвусмысленное видео, которое говорит о некой связи между этими двумя девушками, между Миланой и Леной. Если готовы, давайте посмотрим, потому что это неоднозначная такая история. Ну, конечно, готов. Давайте посмотрим. Хорошо, Давайте. тогда я включаю. Да, мне очень нравится. Ну, в принципе, понятно, да, останавливаться? Ну да. Да, то есть между ними существует нечто большее, чем дружба, скажем. Ну, чем стандартное общение. Я увидел. Угу. И кто она? То есть она ее клиентка какая-то, да? Да, но между ними явно уже продолжительное время эти отношения. То есть это, понятное дело, не первый раз. Это какая-то вот такая теплая связь, перешедшая в нечто более близкое. Непонятно, как это все происходит вне там, да, интернета, я имею в виду про реал, но что вы об этом думаете? Я понимаю, что это неприятная все равно ситуация. Я думаю, мне с ней надо переговорить прямо сейчас. Ну, то есть это нельзя считать фактом измены? Я понимаю, она девочка. Она Меня девочка. интересовал другой вопрос, но как бы мне с ней надо переговорить в любом случае. Вы хотите прямо сейчас пойти в квартиру с ней? Ну, поговорить? конечно, что оттягивать такие разговоры. Скажите, а вы не против, если мы вместе пойдем и будем вместе с вами, ну и, соответственно, с камерами тоже зайдем? Ну, давайте доделайте работу до конца. Давайте. Пойдемте. Просто. В смысле, что для людей не пойму? Ну, это сама люди пришли. Здравствуйте. Вот с тобой поговорить очень внятно и серьезно. О чем? О твоем, скажем так, поведении, которое, когда ты находишься без меня, когда я нахожусь вне дома. А что Что это? происходит? Ты где работаешь, скажи мне, пожалуйста. Ну, у нас онлайн-шоурум, я же говорила, ты знаешь прекрасно. Онлайн-лесби шоурум, да? Я поеду Какой внести лесби? ясность в Ты этот что, разговор. о чем? Утвердить. Ну как о чем? Ну эти люди со мной работали. Ты пришел домой, пошли чужие люди. Но Я не... я специально их привел, чтобы при камерах все было понятно. Ты считаешь, что и я... доступно, и ясно. Что я делала? Объясни Ты мне. лесбиянка. Ну, а где, прости, где доказательства и Мне факты? скидывали, мне показывали в телефоне, мне все было ясно, четко и понятно, что вместо того, что ты работаешь в шоуруме, ты по телефону лесбияничала со своей подругой Леной вот этой какой-то, да? Ну, послушай меня, ну, если ты говоришь уже об этом, то я, ну да, ну а что здесь такого? Ну, это моя подруга, во-первых, я ее давно знаю. Вот, и она также разделяет со мной мои интересы. Понимаешь? То, что я бисексуальна, это вообще нормально. Слушай, ну ты с ними там зажигаешь, что ты с ними трешь, вот с этими девочками, все там лесбияничаешь. Может там где паренечки к вам пристраиваются в каких-то Да никто не вежливых пристраивается. заведениях. Жень, успокойся, я никогда тебе не изменяла. Ты знаешь, это прекрасно, никогда не изменю. Ты это прекрасно знаешь. И мне не нужно доказывать это. Объясни Тем более мне, тебе эти люди... этот расклад. Я не могу понять. Тебе эти люди сказали бы, если ты уж нанял, поставил камеру дома, я, честно, очень, когда я в шоке. Послушай меня, ты поставил камеру, как за собакой, понимаешь? Вот, это... Какой собакой? Ты знаешь, когда
послушай меня, ты прекрасно понимаешь, о чем я тебе говорю. Я ничего плохого не сделала, ничего сверхъестественного. Если ты какую-то мне мою, такую черту узнал, что я бисексуальна, ну что, наоборот, должен радоваться. Я просто хочу, чтобы они ушли, потому что я не могу так разговаривать. Ребят, уходите, пожалуйста, я очень прошу, потому что реально какая-то очень серьезная тема возникла, я хочу ее решить раз и навсегда, потому что я не виновата ни в чем. Ну что, Евгений, да, наверное, действительно нам лучше удалиться, мы да? объяснимся сами, а весь материал потом вас заберу и заберите, пожалуйста. Нам еще камеру демонтировать, да, но мы быстро. Спасибо вам за работу. Милана и Евгений помирились. Евгений принял свободу жены в отношениях с девушками. Она поклялась никогда не изменять ему с мужчинами. Вопрос принятия или непринятия личных границ очень тонкий. Нередко люди, прожившие друг с другом много лет, не решаются раскрыть какие-то детали своей глубоко личной жизни. Лучше не знать о таком? Возможно, меньше знаешь, крепче спишь. Но осознавайте, если у вашего партнера закрались сомнения в вашей честности, первым делом он подумает о худшем. Увидимся.